Всем привет! Вы смотрите один из видеороликов моего рассказа о рунах. Для тех, кто впервые на моем канале, вкратце я помогаю в изучении рун, либо выходов из тупиков тем, кто уже изучает, но не сделали для себя никаких открытий. Тема сегодняшнего разговора будет посвящена одному из комментариев, оставленных под одним из видео. Я всегда отвечу на ваши вопросы, так как это намного упрощает ваше обучение и мой диалог с вами. Автор данного комментария чувствует влечение к рунам, то есть что говорит о том, что ему нравится, энергетика их его не отталкивает. Проявление желания познать руны пришло через прорицание, но в какой-то момент складывается впечатление, что вот-вот он стоит на открытии для себя чего-то нового, но где-то не хватает какого-то маленького, а может большого щелчка, который бы открыл дверь, войдя в которую автор бы открыл для себя все тайны, возможности, связанные с рунной магией. Спасибо автору за цитату, которая была изложена в комментарии, а именно: такое ощущение, что меня подвели к черте и проверяют. Итак, ответ к данному комментарию. На самом деле с таким чувством сталкиваются многие и столкнутся многие из тех, у кого подход к рунам сразу предрасположен с уважением к этой магической системе, когда у них уже изначально заложено в сознании, что это что-то могучее, великое, и к нему нужно относиться с осторожностью и не распыляться в своих действиях. Что я имею в виду? Когда вы чувствуете влечение к рунам, это не только ваш личный позыв, который происходит от вас изнутри, но и самой системы рун, которая, как я говорил, находится во всем и везде. Они дают вам возможность ощущать эту тягу, но тем самым они вам себя не открывают. Это связано с тем, что где-то в начале вашего изучения или прямо сейчас вы окружили себя такими источниками информации, где, не понимая сами того, ввели себя в заблуждение. Это может быть как рунный строй, как значение рун, как начертание рун, либо какая-то философия, которую где-то кто-то изложил в книге, либо в видеорассказе. Вы приняли на себя это и в какой-то момент неправильно прочувствовали. Поэтому руны будут вам давать о себе знать, вы будете ощущать тягу к ним, но открываться вам они не будут до конца, до тех пор, пока вы не переложите эту информацию, возможно, кое-что даже выбросите, а может и многое, для того, чтобы в каком-то смысле начать это изучение с самого начала, в определенных его моментах. С таким чувством вы будете сталкиваться неоднократно, как в целом с изучением рун, так и в отдельности, когда будете пытаться попробовать ощутить, использовать какую-то одну определенную руну или несколько рун в определенном строе, рунной формуле, применением для решения какого-либо вопроса. Я, как всегда, навожу примеры, отчасти, может, мне это нравится, или, я бы сказал, даже мне так легче вам передать свою мысль. Но дело в том, что до того момента, когда вы столкнулись с рунами, и можно даже сказать и сегодня, вы живете в обычном материальном мире, где нам навязаны те ценности, которые мы имеем, нашим государством, нашей семьей, нашей образовательной системой, да и прочими влияющими факторами, которые повлияли на то, как мы видим мир сегодня. Итак, пример. Представьте, что рунная магия, рунное знание, которое вы хотите применять в будущем, закрыто за большой дверью. Эта дверь находится в определенном здании, на определенной улице, в определенном городе, в определенной стране. Вы все это знаете и осуществляете свое движение на пути к этой двери. И достигая этой двери, вы сталкиваетесь с тем, что эта дверь не открывается. Дело в том, что вы знали все про то, где находится эта дверь, но не знали совсем ничего о том, как эту дверь открыть. Но когда, подергав за ручку, попробовав толкнуть дверь в одну и другую сторону, убедившись в том, что вы ее не откроете, вы отворачиваетесь от этой двери. И первое, что приходит к вашему взору, это какая-то информация, которую вы видите на стенах перед этой дверью. В процессе, прочитав эту информацию, вы понимаете, что это конец рассказа о том, как открыть эту дверь, и не понимаете, что было до того. Вы постепенно возвращаетесь от двери назад
по пути, как вы добирались до нее, и начинаете перечитывать все то, что было написано на вашем пути, идя к этой двери. Все всякого рода рассказы, сигналы, символы, указания. Возможно, где-то даже на столбах, на ячейках висели ключи от этих дверей. Я еще раз напоминаю, что я навожу вам пример, и он звучит слегка философски. Но дело в том, что с рунами происходит точно так же. В стремлении, чтобы как можно быстрее достигнуть этой двери и войти в нее, вы прикладывали все усилия для того, чтобы добраться, но не для того, чтобы понять, как она открывается. Для этого вам нужно откатиться назад, вернуться назад и пройти тот же самый путь, но уже с тем опытом, который вы имеете сегодня, и переосмыслить многие моменты в изучении рун, которые вы имеете уже сегодня. Дело в том, что это чувство подведения себя к грани и испытания связано с тем, что в вашей информации, которую вы имеете сегодня, существуют какие-то ошибки, над которыми вам нужно поработать. Приятный момент в том, что вы это чувствуете и вы это осознаете. Когда вы вернетесь назад и попробуете пройти этот путь заново, я вас уверяю, руны интуитивно вам помогут обрести нужную информацию в тех местах, где вы допустили ошибки. На тему данного вопроса я изложил свою мысль, как я ее понимаю сегодня. Если где-то что-то непонятно, пишите в комментарии, я с удовольствием дополню, чтобы мы смогли двигаться с вами дальше. Не забывайте подписываться на канал, так как количество подписчиков является главным показателем того, насколько я уверенно могу продвигаться дальше в своем рассказе и рассказывать вам о более сложных процессах в теории о рунах.